Летом 2023 года, спустя 1,5 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и больше чем полгода после объявления мобилизации, появились первые сообщения о женщинах, которые требовали возвращения мобилизованных домой. Чат так и назывался «Путь домой». Осенью 2023 года женщины из «Пути домой» передали в Кремль больше 100 тысяч электронных подписей и больше 7 тысяч написанных от руки расписок с требованием о возвращении своих мужчин домой. В декабре 2023 года женщины из «Пути домой» впервые проводят символическую акцию возложения гвоздик к могиле неизвестного солдата, которая призвана подтвердить их требования о демобилизации. В январе 2024 года «Путь домой» проводит встречу с кандидатом в кандидаты в президенты Борисом Надеждиным. И во время этой встречи женщины впервые обнародуют 5 пунктов своей программы, в которые помимо возвращения мобилизованных домой входит прекращение специальной военной операции и начало мирных переговоров. Мы решили поговорить с несколькими женщинами из «Пути домой» о том, как личная история превратилась для них в историю политического протеста. Сначала в этом разговоре должно было участвовать сразу несколько женщин, но времена сегодня такие, что количество участниц этого разговора значительно сократилось. Обычно меня хвост бросает на выходе из метро. Последний раз пришлось немножечко напрячься и побегать. Мы ехали с девчонкой, нам хотелось поговорить нормально, на них не отвлекаться. Мы на Китай-городе втопили, они не успели. Просто неприятно было в том плане, что там было 2 мента, причем одна из них была девушка, то есть подразумевает, что, скорее всего, они хотели, возможно, нас и задержать. Когда домой-то пошли, 2 отделилось от нас, мужчина и женщина. Полицейские, 2 эшника, прям в черном. Они не скрывались, они шли примерно в 10-15 метрах от нас. Ну что, мы быстренько это пробежали вниз, там же где Китай-город, там очень длинный переход. Мы там пару раз между колоннами попетляли. То есть прям бегом? Бегом. Вот. Потом, значит, через турникеты, слава богу, карточка моя быстро сработала. И там по экскаватору прям вниз. Тоже бегом. В общем, каким-то чудом мы влетели в последний вагон, и этот оказался поезд в нашу сторону. А вы как познакомились вообще с «Путь домой»? Кто кого нашел? Это был конец июля 23 года, в прошлом году. Это была еще группа изначально, она называется «Вернем ребят». И оттуда там вытекающие уже там познакомились с одним, с другим, там, с девчонками. У кого-то мужья, у кого-то сыновья, у кого-то также братья. И вот так как-то себя нашли друг друга и плывем в одной лодке. До 22 года вы интересовались политикой? Нет. Понятное дело, что я знала, какая происходит ситуация на Украине с 2014 года, но на тот момент мне казалось, что это вот где-то там, и нас это вот не коснется, что мы далеки от этого. И когда 24 февраля 2022 года утром, проснувшись, я почитала новости, увидела это все, я была просто в шоке. Как и любой, наверное, другой человек в России, который проживал, да и не только, наверное, в России. Сейчас вы политически больше понимаете про свою страну? Ну, сейчас чуть больше, да. Когда это коснулось вот моей семьи конкретно, да. Кто по профессии, Маша? Я врач-педиатр. Интересовались ли вы в своей жизни политикой до 22 года? Нет, была абсолютно аполитична. Я занималась своей жизнью и не очень вникала, что там у нас с оппозицией, что там с Навальным. И я, честно, к стыду своему, может быть, да, не вникала. А вы понимаете, что вы теперь, пожалуй, самый заметный политик современной России? Оппозиционный деятель. Что, уже и это мое? Понимаете, дело в том, что риски, я так думаю, что я не в полной мере осознаю. Я понимаю, что они какие-то есть. Ну, по крайней мере, у меня маленький ребенок, и нужно сделать что-то, что в случае, если меня
арестуют, то у нее будет полноценная опека тем человеком, которому я доверяю, и она не сменит место своего жительства. То есть она останется непосредственно жить там с бабушкой. Я от очень многих людей слышу, что я молчу, потому что у меня дети. Я говорю, потому что меня очень волнует, что я скажу себе, своей совести, если вдруг случится непоправимое. Просто для меня муж – это мало того, что любимый человек, это мой единственный, самый близкий друг. Сколько вы вместе? Знакомы мы вообще с 15 лет. То есть уже больше половины жизни мы знаем друг друга. Мы всегда друг друга выручали, какие-то личные драмы мы всегда друг друга выслушивали. Вот. А потом мы просто поняли, что если у нас не клеится с другими людьми, то у нас точно склеится друг за другом. Ну, потому что мы настолько берегли друг друга, мы настолько тепло общались, что уж, по крайней мере, друг друга мы не обидим. На самом деле у нас получилось создать очень крепкую семью. Я много над этим работала, чтобы и муж мой работал, чтобы у нас были те близкие, доверительные отношения, которые у нас есть. Я не могу это потерять. Я не могу оставить свою дочь без отца, который был включен в ее воспитание. А если меня дочка однажды спросит: мама, что ты сделала, чтобы мой папа был со мной? Я не найду. Я не знаю, может, она не задаст никогда этого вопроса. Я задам его себе. Муж у меня в настоящий момент, он на территории Украины, в медбате. Он вообще, да, по профессии массажист. Дело в том, что когда он забрал повестку, я об этом не знала. Меня уже как бы поставили немного перед фактом. А забрал, то есть постучали в дверь, принесли повестку? Нет, ему пришла повестка на работу. Угу. На работе ему предложили варианты, да, взять отпуск за свой счет. Вот, он подумал, ну а сколько это все будет продолжаться, сколько он так будет за свой счет вот, в отпуске, как мы будем жить без денег, то есть вся 5-е, 10-е, про себя думаю, боже мой. Такая проблема вообще. Важный момент. Что на тот момент вы понимаете про происходящее в Украине? Для меня это изначально было, что это колоссальная трагедия между двумя братскими народами. 24 февраля лично мои представления о безопасности, об устройстве мира, да, как это должно быть, они все рухнули. И я не понимаю, как наша власть не понимала, что их там цветочками встречать никто не будет. В общем, ощущение, понимаете, у меня было полной катастрофы. 21-го у меня пришла повестка троюродному брату. Я не могла вот все вот эти вот мысли, боже мой, какой кошмар. Как это все ужасно. Нужно срочно что-то делать. Но я не могла их озвучить. Меня страх просто парализовал. Вот, и когда мне муж принес повестку, я на нее смотрела, простите, как на похоронку. Мне это настолько было страшно. А он мне говорит, что ты там не переживай, это на полгода, то все 5-е, 10-е. А я смотрю, вот его слова просто как уходящий поезд. Вот этот вот звук. Я понимаю, что вот сейчас моя жизнь рушится. Вот, ты мне принес, и теперь я живу только одним днем. Вот день настал, я его прожила, я жду следующего. День настал, я его прожила, все. И дальше я особо ничего не помню, потому что я только рыдала. Значит, он получает повестку, приносит ее вам домой, вам становится плохо, но вы вместе все равно принимаете решение идти туда. Ну, понимаете, дело в том, я не понимаю, как вот это объяснить, когда ты... Вот сейчас я понимаю, что надо было что-то делать.
А тогда для меня это был фатум. Понимаете, вот для меня вот это вот был как приговор, все. Вот, на тебе. Моему брату пришла повестка в сентябре 22 года, 27 сентября, явиться в военкомат с документами, там, вещами. Вот. Он не стал ни прятаться, ни убегать, ничего такого. Вот. Он пошел, тут же он сообщил, что его мобилизуют, вот, и в дальнейшем отправляют на фронт. Мобилизовали его 27 сентября, перевезли на территорию Украины 8 октября. Как раз это была та ночь, когда произошел теракт на Крымском мосту. И все, и с того момента он находился на передовой. Кто он по профессии? Отучился он в РЖД, слесарь по ремонту подвижного состава. Чуть-чуть поработал, ему не понравилось. Он отучился на повара и работал в ресторане поваром. Вот он, когда приходит домой с повесткой и говорит о том, что завтра он пойдет в военкомат, какая реакция в вашей семьи? Когда он мне сказал, что ему пришла повестка, у меня был шок. Я, как сестра, настояла на том, чтобы он не ходил туда. Я понимала, что это и куда он поедет. Просто, на тот момент это все грозилось только штрафами, если ты взял повестку, не пришел. Я ему не предлагала варианты куда-то бежать, там, за границу, как многие это сделали и так далее. Просто предлагала ему туда не ходить, на что он сказал: нет, я пойду. Почему? Уже. Не знаю почему. Видимо, потому что он все-таки посчитал это нужным, и он посчитал должным отдать долг родине, видимо. То есть он считал, что это необходимо? Да, на тот момент он считал, что это необходимо. Его мама, конечно, тоже была в шоке, но посадить его там под 7 замками дома, это был не вариант тоже. Они просто живут в таком маленьком городе, и там все друг друга знают, и там повестки приходили в каждый дом, в каждый двор. Вот, и варианта уже не идти у него, видимо, не было. У вас разные с братом взгляды? На эту ситуацию, на тот момент были, да, сейчас уже схожи. А дочке на момент, когда папу забрали, был год и 3 месяца, она у меня начинала разговаривать. У меня даже есть видео, где она говорит слово «нравится». Вот. То есть какие-то вот такие вот слова она пыталась повторять, даже сложные слова. И тут, через неделю, после того, как она поняла, что папы дома нет. Просто до этого она очень часто ночью просыпалась, иногда, и папу на руки возьмет, полчасика с ней походит, она поймет, что все нормально, все на месте, можно спать дальше. Вот. А здесь получается, что папа не берет, подходит только мама. Где папа, непонятно. В общем, через неделю, вероятно, до нее пришло осознание, что что-то случилось, и она меня перестала разговаривать. И даже мне улыбаться. То есть сразу просто выпали слова «мама», «бабушка». Она не хотела вообще слова за мной повторять. Она мне не улыбалась. Она просыпалась ночью и кричала. Кричала так, как будто ей приснился какой-то жуткий кошмар. Я не могу добудиться до ребенка, но она кричит. И я была в таком, вот честно, была в таком шоке. Это просто какой-то вот безумный, бесконечный ад. Потом уже где-то после Нового года она немножко стала улыбаться, у нее появилось слово «мама», вот, у нас появилось указательное слово «эйка». Вот, и вот так вот мы это вроде как начали дальше жить. Но при этом ночные истерики у меня в любом случае они никуда у нас не ушли. Ей было 2 годика, мужа отпустили на ее день рождения домой в отпуск. А у нее как раз был период, она боялась чужих людей, которые приходят. То есть она сразу смотрела, незнакомый, все, истерика. Я мужу пишу: слушай, так и так, ты не обижайся, не принимай на свой счет, но вот когда ты приедешь,
Вероятно, первый день будет очень тяжело, она будет истерить, плакать. Ну, вот так мы сейчас живем. И каково было мое удивление, когда он взял ее на руки, она не истерила, она просто тихо плакала. Потом она погладила его по голове и сказала: «Папа». Вот с одной стороны я должна была улыбаться, а я проклинала Министерство обороны. После того, как его перевезли туда, на территорию, связь, понятное дело, поддерживалась реже. Что мог, он мне писал, говорил, там, звонил. Потом получилось так, что перед Новым годом их привезли в Россию. Они доукомплектовались, то есть набрали еще людей, видимо, мобилизованных, которые были в части, и уехали обратно. И вот с Нового года, получается, 23-го, уже, конечно, стало все еще хуже. То есть на связь выходила реже, там буквально раз в месяц, дай бог. Просто сказать, что я жив-здоров, я цел, все, на этом все. То есть ты просыпаешься, думаешь, как там, что там с ним, засыпаешь тоже, там на работе ходишь, думаешь об этом всем. Конечно, морально это очень тяжело. Получается, в декабре 21.12.22 года Шойгу на коллегии Министерства обороны сказал о том, что есть приоритетные задачи Министерства обороны на 2023 год, что нужно перевести армию на контрактную основу, что нужно набрать 521 тысячу контрактников с учетом замены мобилизованных граждан в группировках войск. То есть план заменить наших мобилизованных у Министерства обороны был. А потом, получается, в сентябре Андрей Картополов сказал, что наши мужчины там до конца. И ротации они не подлежат. Потом, правда, он переобулся, и ротации наши мобилизованные стали подлежать, но все равно там до конца. Типа у них есть отпуска. Они вообще там, по-моему, не понимают, что ротация, отпуск, замена – это все разные понятия. Замена – это когда ты был на одной позиции, тебя заменили контрактником, и ты, получается, на этой позиции больше не находишься. А ротация – это когда сегодня ты, завтра я, потом опять ты, я. И вот так по кругу. Но не того у наших мужчин, естественно, не было. По крайней мере, извините, мой муж на длительный отдых никуда не выезжал. А 14 дней, извините, это не отдых, это издевательство. Ты даже не успеваешь адаптироваться к мирной жизни, как тебе уже обратно туда. Тебе бы просто расслабиться и забыть о том, а ты не можешь этого сделать. Потому что ты отлично понимаешь, что вот это все настолько ненадолго, что даже к этому и привыкать не хочется, но потому что ты опять там окажешься. А пока ты будешь переживать разлуку с семьей, опять по новой адаптироваться, тебе опять снова будет больно, так же, как тогда. То есть, получается, мы живем как? Вот мы скрипя сердцем, проводили мужчин в военкомат, да, мы как-то к этой жизни адаптировались, пережили это горе, да, приняли его. Потом наступает отпуск, тебе болячку сдирают, соли туда насыпают, рукой прижимают и трут хорошенько, чтобы тебе побольнее было. 8 мая 23 года, находясь на позиции, он получил ранение в предплечье левой руки. Он сидел с товарищем в окопе, получил ранение, товарищ получил ранение. Ему удалось оказать и себе первую помощь, и товарищу, и эвакуироваться до точки, где они находились. 10 мая его уже эвакуировали в Россию, потому что ранение там получилось такое серьезное, и его отправили в госпиталь и на долечивание. И потом ему дали реабилитационный отпуск на восстановление руки. Рука не восстановилась на сегодняшний день полноценно. Сегодня он находится в части, несет службу, ходит в наряды, то есть ездит в командировки за срочниками, то есть службу он несет. Но риск того, что его отправят обратно, он есть, ему об этом говорят. Командование, потому что его не комиссуют. А вы такие специально договаривались с Зеленым прийти? Нет, вообще чисто случайно у нас это получилось. Я хотела сиреневый свитер одеть, но испачкала его тоналкой. Я хотела бежевый. А потом...
и он полетел в грязную. И я такая с воплями: «Мама, а где мой свитер?» Ну, Манечка, 34 годика. «Мама, а где мой свитер?» Тот зелененький. А у вас теперь такое женское царство, дочка, мама. Да. И у нас даже кошка тоже девочка. Сколько сейчас приблизительно женщин состоит в путь домой? Посчитать очень сложно, потому что после того, как нам повесили плашку «фейк» на основной канал, нам пришлось создавать много маленьких каналов. А плашку «фейк» ее кто выдает? Мы стали очень активно прирастать, и в какой-то момент на нас была атака ботов. И, естественно, через некоторое время у нас появилась очень быстро вот эта плашка «фейк». Или сам Телеграм выдает? Вероятно, да. И от него нам было потом дано разъяснение от Телеграма, что типа конфликт названий. Еще одна есть группа «Путь домой», которая занимается переселением. Кого куда я не вникала. Только вопрос, как это мы полгода спокойно взаимодействовали с этой группой на площадке Телеграм, да? То есть конфликта не было. А вот именно после того, как мы резко начали прирастать в количестве участников, сразу возник конфликт. Вот непонятно почему. И у нас даже там есть, что в связи с большим количеством жалоб там, канал частично ограничен. Но плашка в любом случае, что она нам плохого делает? Она не дает делать репосты с основного канала, то есть в любом случае надо заводить резервный, чтобы делать репосты и туда дублировать. Вот. И она не дает нашему каналу индексироваться в поиске. Ну, участников-то много. Там в одной группе порядка 35 тысяч человек. Я думаю, это реальные люди. В других группах там где-то по 7 тысяч человек. Ну, то есть вот это вот прям такие реальные люди. Но все равно, если посчитать, вот приблизительно сколько женщин в России с вами взаимодействуют? Я думаю, что 1050 мы точно должны набрать. А вы как считаете сами, это много или мало? Не мало, но и не много. А сочувствующих еще больше. Да, родные родственники по России хоть что-то делают, ну, начиная от скрытой активности, это написание писем, всяких обращений, да, это все равно в любом случае, так или иначе, это тоже работа. Они ходят и к депутатам тоже, какие-то пишут обращения во все всевозможные инстанции. Ну и есть небольшое количество женщин, которые вот выходят возлагать цветы. На последнюю акцию у нас приехали женщины из регионов. За свой счет? Естественно. Нас поддержать. Это был и Владивосток, и Уфа. Да? Это была Казань, Ярославль. Это вот далеко не все города, которые я запомнила. Но у них дело в том, что так получается, как я понимаю, что в отдаленных регионах боже мой, даже не знаешь, как сказать. Немного семей еще имеют за кого бороться. Погибли, короче, все. Да. Поэтому вот тех, кому еще есть за кого бороться, их на самом деле не так много. И они понимают, что каждый день может быть последним. И сколько было всего женщин? Ну, у нас насчитали 200 человек, и в моменте непосредственно около могилы неизвестного солдата нас было 200. В силу того, что мы немного ограничены во времени, да, мы, естественно, по времени не будем успевать на каждую акцию увеличивать количество людей. Скорее всего, мы будем развиваться по синусоиде. Пик, небольшой спад, пик побольше, небольшой спад. Думаю, что на следующую акцию, которая у нас, у нас, в принципе, будет то среднее количество женщин, которое в среднем в Москве посещает данное мероприятие.
И будет очень, конечно, интересно, сколько к нам присоединится именно сочувствующих. Да, у нас пострадало 2 человека непосредственно наших сочувствующих, которые пришли нас поддержать. Удивительно, что это, по-моему, люди, у которых нет никого на фронте. Ну, один Владимир, у него, получается, соседка, у нее муж. Они живут в деревне, и он ей помогает, и он друг ее семьи, поэтому, понимаете, здесь как бы мало родственных связей, есть еще дружбы. Но нашей власти непонятно, вот она не понимает такие элементарные человеческие взаимоотношения, как любовь, дружба, семья. Семья это у нас в этом году. У нас год семьи. Да, это очевидно нечто, что-то другое в понимании наших властей и в понимании нашем. Мы диаметрально противоположных полюсах. Что этим 2 мужчинам грозит? Ну, Ярослава отпустили до 16 числа, а Владимир, то есть суммарно ему дали 7 суток. Легенда такая, что он очень много матерился при задержании и сопротивлялся. В общем, у него только хулиганка. А у нашего Ярослава это участие в митинге. Это за то, что он по просьбе журналистов показал ленточку. У нас дело в том, что женщины в Петербурге, они возлагают цветы с ленточками. С ленточками, да, белого цвета, они пишут простые лозунги, там «Женщины за жизнь», «Мобилизованным пора домой». И у Ярослава была ленточка. И он просто показал ее журналистам по их просьбе. Просто дело в том, что он не знал, что на самом деле в Москве именно к вечному огню нельзя положить цветы перевязанные. Они должны быть освобождены от всего. Каждый цветок должен быть отдельно. Ну и поэтому он просто продемонстрировал один из вариантов по просьбе. Ну, оказалось, что это у нас митинг. Другая, не менее удивительная статья ему вменялась о сопротивлении при задержании. Ну, выколите мне глаза, я видела, как он спокойно шел. И абсолютно безропотно и не сопротивлялся. Тогда, может быть, его статью за неповиновение полиции повесит на меня, я вообще-то автозак пыталась заблокировать. Ну, я просто перед ним встала, и все, чтобы он не выехал. Тогда, получается, это должна была быть моя статья, а не его. Но я почему-то разговариваю с вами, а он 16-го из дома поедет. Хорошо, что из дома поедет опять в суд. «Путь домой» предъявляет требования, отличные от других организаций жен, сестер и матерей. Это не только возвращение мобилизованных, это еще и антивоенные лозунги. Но вы пошли туда. Почему? Я не буду ничего говорить там антивоенного, что я там против или еще что-то. Я эти комментарии оставлю при себе. Я все-таки преследую цель демобилизации, мобилизованных, в том числе там, моего брата. «Путь домой», да, признают как антивоенное движение. Ну, каждый при своем мнении. При своем мнении можно оставаться по 2 причинам. Первая причина, потому что ты не согласен. Вторая причина, потому что ты боишься. Ну, скорее всего, вторая причина. Как много в России людей, которые, в общем, разделяют эти мысли, но боятся? Да много. Просто у нас свобода слова, она вроде есть, а вроде бы ее и нет. И сказать что-то не то, за что потом получишь больше, чем за убийство человека. К сожалению, почему-то так. А как с этим живется, с этим страхом? Я думаю, что можно привыкнуть, но жить в этом не хотелось бы. Интересующий всех вопрос, кто вас финансирует? На самом деле, самый интересующий вопрос, я не понимаю, почему людям непонятно, что мы это делаем просто потому, что нам важны наши близкие живыми. Насколько это возможно, невредимыми. Да. У нас, если посмотреть, ни разу никаких постов о донатах, сборах, вообще ничего подобного не было. А все наши счета элементарно проверить. Недавно было опубликовано информационное сообщение о том, что человек по имени Никита Одещев, который на самом деле оператор, да, является вашим заграничным куратором. Ну,
назвать-то можно все, что угодно и как угодно, понимаете, но доказательств конкретно. Просто на самом деле в тот день, когда с Никитой получилось, у меня же накануне акции 20 января, 19-го, ко мне приходили менты. Вот, и моя мамка очень разволновалась. А ей как бы мне идти на акцию, ей сидеть с ребенком. Настюха у меня тоже разнервничалась из-за этого. Дочка? Дочка, да, потому что они, во-первых, в 7 часов утра пришли, они ее разбудили, они в дом пришли. В результате этого наше интервью мы же хотели у меня дома снять. Сказала, я говорю, слушай, так и так, но что-то у нас это не получится. Ничего мы на скорую руку лучше не придумали, как пойти на съемную квартиру к Никите. Я так понимаю, что когда вы собираетесь на акции каждый раз, Ну, конечно, за нами там следят очень Следят, пристально. да? Они даже имеют наглость фоткать экраны телефонов. это как? Ну, они заходят со спины и фоткают экраны телефонов. Чем мы там ищем, вот это все. Один из самых для меня важных моментов вашей публичной, по крайней мере, деятельности – это ваш поход в общественную приемную. Боже такое, который защищает нас, всех женщин, детей, государство. Только когда мужчины находятся на фронте, Внутреннее чутье, это любого мужчины спросите, они такие. Они уникальны, они покровители. Если не они будут нас защищать, то кто? Самое интересное, что эта женщина, она далеко не простая женщина. Ее зовут на самом деле вроде Ангелина, и журналисты, которые были с нами, они потом выяснили, что она поддерживает Жириновского, а также она всячески... Жириновский умер. Ну, поддерживала. Да? Вот, а также она поддерживает юнармию нашу. У нее есть фотографии, где она вся из себя тоже такая в красном беретике на фоне молодежи. То есть для нее бросать детей в горнило войны – это тоже нормально. Понимаете? Она тоже, наверное, этим гордится. То есть она действительно верит в то, что она вам говорит? Да, она в это верит. Ей очень нравится фотографироваться с оружием. Ей это нравится. То есть рассуждать о том, что мужчины – это некие такие уникальные божьи существа, которые кайфуют от того, что их убивают на войне, для нее это то, что она исповедует. На скольких акциях вы были? Я была на 2 по возложению цветов. Ну, у меня не совсем всегда получается туда попасть, но я была на 2. А что вот испытываете? Опишите эти чувства. Это же страшновато идти. Страшновато, но мы понимаем, зачем мы идем, и мы ничего такого там не делаем, мы ничего не нарушаем, мы идем, возлагаем цветы в память о погибших. Это мирная акция. Мы никого не провоцируем, мы не поддаемся на провокации. Но само то, что вы это делаете, вы объявляете цель, Да. это же уже выражение позиции. Изначально это было еще в прошлом году, в 23-м, осенью. Мы начинали с того, что записывались к депутатам на личные встречи, на приемы. Мы ходили тоже небольшим количеством людей, там по 5-7 человек. Пытались выстроить диалог с властью. Писали кучу обращений. У нас были поданы 100 тысяч подписей на установление сроков службы. Вот, огромный чемодан весом 35 килограмм. Это все относилось. Пыталась все это еще более спокойным, так скажем, не привлекая внимания, достучаться. Нас не слышно. И в итоге это уже, вот эта акция возложения цветов, это уже, мне кажется, предпоследняя стадия, чтобы нас услышали. А последнее что будет? Мне кажется, последнее это будут митинги уже просто, что в нашей стране запрещены. Ну, вы понимаете, что митинги тоже политическая активность? Да, это понятно. Но мы пока их и не собираем, мы продолжаем писать обращения. То есть мы не останавливаемся, чтобы о нас не забывали, что мы там, ой, мы в эту дверь постучались, нам не открывают. Мы в другую постучались, нам не открывают. Мы все равно продолжаем стучать. А есть у вас ощущение, что вот вы ходите, возлагаете цветы, у вас есть телеграм-канал, у вас есть какое-то такое, ну пусть не самое большое, но все-таки сообщество, но вы находитесь как будто за какой-то стеклянной стеной по сравнению со всей остальной страной? Конечно. Ну вот люди живут, дети гуляют, все как-то жизнь идет своим чередом. Но есть такое ощущение, потому что на самом деле
вот до недавнего времени, да, пока мы не обрели вокруг себя друг друга, да, вообще было ощущение, что мы не рукопожатые и прокаженные, потому что никто не хочет как бы вникать в наши проблемы, потому что все отлично понимают, что в любой момент могут оказаться на нашем месте. Мы же не исключаем второй волны мобилизации, третьей волны мобилизации, все чего угодно. Вот. И люди, они в основном, для них свойственно, да, это зарыться головой в песок и сказать: нет, я ничего об этом знать не хочу, не надо меня огорчать, не надо мне про это рассказывать, я не хочу в это вникать. В лучшем случае я сочувствую, но ты мне об этом не говори. Ну, раньше как-то называли войну СВО, теперь говорят это. Давайте об этом не будем. Это военный конфликт. Вот так это называется. В любом случае. С появлением военного положения на приграничных территориях и мобилизации, пусть и частичной, это можно назвать войной. Потому что война предполагает военное положение и мобилизацию. То есть две основополагающие вещи, чтобы конфликт называть войной, уже есть. Когда вы решили бороться все-таки? Ну вот бороться я решила открыто, вот так вот активно, после заявления Картополова. Так случилось, что я очень нелестно высказалась после встречи с одним из депутатов Викторией Сергеевной Родиной. Я записала видео, начала вести свой маленький скромный YouTube-канал. И потом в ноябре девчонки увидели, что один из депутатов от КПРФ, который в свое время нас поддержал, Парфенов, он публикует пост о том, что вот у нас митинг за справедливость, кто хочет приходить. Вот такие: придем, за справедливость же. А мы за что? Мы за справедливость. Ну мы и пришли. Мы, конечно, там в чате чуть ли все не разругались. Почему? Потому что дело в том, что все очень длительное время преподносилось, что нам нельзя выходить на митинги, нам нельзя общаться с прессой. Такими вещами мы можем только навредить. Мы можем только ходить, писать письма. Нам можно просто кидать отписки. Если мы приходим на встречу, кивать как дрессированный тюлень. Но нас, в принципе, очень удобно игнорировать. Вообще без проблем. Вот. И мы, значит, решили, что мы пойдем. Нас тогда собиралось 10 человек. 10 человек готовило непосредственно плакат. Вот. Еще у нас было 5 девушек, которые были готовы просто постоять в массовке, но не готовы открывать. Я и еще одна девушка, мы были готовы дать комментарии перед мероприятием. Потом быстренько подбежало огромное количество журналистов. Полицейские не сразу сориентировались, то есть мы где-то 5 минут точно стояли с плакатами, радостные и счастливые, нас становилось больше. То есть есть фотографии, где у нас всего 3 человека стоит с плакатами, потом у нас стоит уже 5 человек с плакатами, потом мы уже стоим в 2 ряда. После этого к нам уже начали обращаться журналисты, брать интервью. Мы сначала, конечно, немножко страшно было давать инагентам, потом мы так прикинули, у нас все инагенты. Все, кто к нам стучатся, дать, они все инагенты. Что нам делать? Мы даже, знаете, поначалу отказывались давать интервью политизированным каналам. То есть на нас выходили каналы и под поддержкой Навального, Ходорковского. Мы говорили нет. Но потом оказалось, что мы все равно спонсируемся Навальным и Ходорковским. Мы подумали: хопа, на нас грех повесили, так, мы ж не согрешили. Как-то, знаете, даже было обидненько. Хорошо, если у вас нет финансирования, есть ли у вас кураторы, есть ли какие-то люди в политических организациях, с которыми вы советуетесь и которые вам помогают организовывать свою деятельность? Нет. А как вы можете это доказать? Элементарно это доказывается, потому что, во-первых, наши посты пишут такие же жены, да. Просто мы обладаем разным образованием, и я пишу посты, и просто скидываю там: слушай, у тебя есть юридическое образование, посмотри, там все корректно, ничего такого лишнего. Да, все корректно, тогда публикуем на канал. Кнопка «Опубликовать» принадлежит только вам или кому-то другому? Не только мне. У нас ни в коем случае нет за одним каналом одного админа. Нет, конечно, это не так. В какой момент вы перешли от представления о том, что хорошо бы, чтобы вашего мужа не посылали
в зону ведения активных боевых действий к тому, что нужно вернуть мобилизованных домой? Как вам сказать? Ситуация, что наших мобилизованных нужно вернуть, да, и так просто больше не может продолжаться, она ко многим постепенно начала приходить с сентября месяца. И мы везде это говорим, что они пошли по призыву, а не добровольно. Я тоже думаю, что те... они пошли те не добровольно, не по собственной инициативе, а по приказу все-таки главнокомандующего. Ну, начнем с того, что даже тот же самый указ 647, он не содержит никаких упоминаний о том, что мобилизованные набраны для военного конфликта на территории Украины. Там вообще ни слова об Украине. Там даже не упоминается, что Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Там сразу начинаются с каких-то законов, и никакой преамбулы, на каком основании вдруг вот это, там нет. Я хочу понять, вот 24 февраля Путин объявляет о том, что он ввел войска в Украину. Дальше проходит март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Объявляется мобилизация. То есть эти 8 месяцев, в общем, вас не касаются как по-человечески. Ну, почему не касаются по-человечески? Я, естественно, переживала. Да, конкретно нас, гражданских, это по большому счету не касалось. Но переживание о том, что данное мероприятие очевидно неправильное, оно не покидало все это время. И вот только в сентябре 23 года, через 1,5 года, в общем-то, отдельно взятые голоса объединяются в хотя бы небольшой, но хор. Да, у нас был чат жен сослуживцев. Да? Мы ни разу в этом чате не обсуждали, как бы достать ребят. Что можно сделать? Какие варианты? Знаете, какая самая обсуждаемая тема была в этом чате? Те собянинские пришли. Региональные выплаты. А зарплата пришла, а вам пришла, а туда съездили, а это оформили. Я вот читала все, и я не понимала. Я хочу вернуть мужу, мне эти деньги нафиг не нужны. Почему они так спокойно на это все дело реагируют? Может быть, я какая-то неправильная? Может быть, им так проще находиться вот в этом вакууме, думать, что он уехал подрабатывать на вахту и вообще... Но дело в том, что даже моя свекровь считает, что у меня там в пионерском лагере в стрейкбол играет. Нежелание принять, что вообще-то ты можешь без него в любой момент остаться. Очень многие люди, для них нормально просто зарыться в песок и не воспринимать окружающий мир. Себе какую-то картинку нарисовать, которая их устраивает, и абсолютно в этой инфантильности не хотеть принять реальность. И мне на самом деле ушло огромное количество времени для того, чтобы найти тех других женщин, и я увидела, что, оказывается, нет, не я неправильная, они неправильные. Вот, оказывается, есть женщины, которые мыслят так же, как и я. По ощущению, женщин, мыслящих так же, как и вы, значительно меньше, чем остальных. Если размышлять, то мне очень жалко тех мужчин. Это значит, ты всю жизнь жил с женщиной, для которой ты просто кошелек. Ты не близкий человек, ты не любимый человек. Ты просто кошелек. Это очень страшно. Вы уже встречались с коммунистами, взаимодействовали. Вы на предвыборном этапе встречались с не случившимся кандидатом в президенты, незарегистрированным Борисом Надеждиным. Угу. Зачем вы это делали? Это политика. Это политика. Мы изначально на канале опубликовали открытое письмо ко всем кандидатам, чтобы они нас выслушали о нашей проблеме, поговорили с нами, встретились. Откликнулся только Борис Надеждин. Я пыталась добиться встречи с Дованковым, мы относили обращение, но пока встреча переносится на какое-то начало февраля. Начало февраля уже как бы, наверное, прошло. Уже прошло. Да. В общем, пока нет ответа. Нам приходит отписка, где говорят, что наши мужчины будут возвращены либо при условии особого указа президента, либо по окончанию СВО. И тогда нужно просто себе признаться в том, что если мы действуем, то да, это политический запрос, да.
Вы думаете о том, что вы здесь будете продолжать жить, выйдете замуж, родите ребенка? У меня тут и прабабушки, и прапрабабушки захоронены. То есть семья все здесь. Почему я должна куда-то уезжать? Не знаю. Если будет вопрос поставлен таким образом, что или вы замолкаете и не участвуете ни в этой организации, ни в какой другой, которая каким-то образом не согласна с действиями сегодняшней власти, и тогда у вас в жизни все остается благополучно. Или вы рискуете своим благополучием. Вы скорее замолчите или скорее не будете соглашаться с такой постановкой вопроса? Хороший вопрос. Этот вопрос, на который сегодня приходится отвечать очень многим людям. Я понимаю. Не знаю, пока я затрудняюсь лично ответить, Ирина. А кто не проводил там с вами какие-нибудь беседы воспитательные? Маш, рот закрой. Когда все это началось, через 3 недели после митинга КПРФ, моего мужа очень долго, целую неделю его таскали. То к одному генералу свозят, то к другому генералу свозят. Но, в принципе, с ним общались предельно тактично, как, по крайней мере, с его слов. Лицо целое, значит, все нормально. И мы рекомендовали не чтобы я заткнулась даже, некоторые, а чтобы я стала потише. Я говорю, а что ты хочешь? Всю жизнь свою подарить Министерству обороны. Приехать, извини меня, с кучей болячек, и чего? И как ты жить-то дальше будешь? То есть вы подразумеваете, что он живым вернется? Если да, если живым. Вторая армия в мире держится, сколько нас президент сказал, 244 тысячи мобилизованных сейчас. Они держат фронт. Без них он посыпется. Все говорят, что мобилизованным платят страшно большие деньги. Что вам платят за то, что ваш муж находится в зоне боевых действий? Давайте посчитаем. Наш президент обещал, что наши мобилизованные будут получать зарплату 195 тысяч. Вне зависимости от того, какая была у них зарплата. Естественно, вне зависимости, это уже у них, грубо говоря, теперь другой работодатель. Из этой суммы 158 тысяч не облагаются налогом. Там остается 30 с чем-то, которые облагаются подоходным налогом. И дальше региональные выплаты. В общем, я недавно все это дело складывала, считала. То есть получается, что мой муж в час получает 300 рублей. А в месяц? В месяц там получается 204 тысячи. Сколько ваш муж получал, работая массажистом? В разные периоды по-разному, но в среднем его непосредственно, после он меня еще иногда подрабатывал, брал дополнительно клиентов. В среднем чистыми его за основную ставку 65 тысяч он получил. То есть он сейчас, получается, в 3,5 раза больше получает? Да, только тогда это были те деньги, за которые нас не попрекали. И мой муж каждый вечер приходил домой, у него были выходные, праздники, понимаете, а здесь он, извините, в режиме 24/7, без выходных, без праздников, живет, извините, в блиндаже. Просто считается, что все так молча на все согласились, потому что деньги. Все это упирается, первое, в страх навредить. Простите, мы уже когда проводили военкомат, мы уже навредили всем, чем могли. Положа руку на сердце. Тогда мы навредили, уже вряд ли мы сможем больше. И, естественно, материальная составляющая. Ваш брат получает какие-то деньги дополнительные за то, что он мобилизованный? Когда он работал просто на гражданке поваром, он неплохо зарабатывал. И не было такой необходимости идти, некоторые же идут все-таки за материальной стороной. У брата не было этой цели, чтобы идти ради зарплаты, то, что платят, сколько много, как считают многие. У него не было такой цели. То есть материальное положение семьи не изменилось с тем, когда он оказался мобилизованным? Нет, в семье нет. Ни в лучшую, ни в худшую сторону? Нет, все как было, так оно и осталось. Есть ли какая-то причина в деньгах, что очень многие женщины просто молчат и кажется со стороны, что довольны происходящим? У меня есть такие знакомые, которых все устраивает. Потому что только с материальной точки зрения они отправили своих мужей и говорят, что деньги-то приносишь в семью и все. Но я считаю, что это неправильно. А если есть дети в семьях, как ребенок останется, не дай бог, без папы?
А если там не один ребенок, если там 2 и 3? Есть еще этический момент. Вот вы, допустим, добиваетесь того, чтобы они вернулись домой. Но вы же понимаете, что это возможно на самом деле при одном условии, при окончании ведения боевых Естественно. действий. И это автоматически переводит ваши требования в требования прекращения войны. Естественно. Мы очень долго хотели, чтобы наш протест как таковой был ситуационный. То есть вот мы, конкретно мы хотим. А через некоторое время я говорю: девчонки, ну вы посмотрите, какие отписки нам приходят. Либо особый указ президента, да, либо окончание специальной военной операции. Наш протест в априори не может быть на основании таких отписок ситуационным. Он сразу становится политическим. Либо мы каким-то образом в рамках нашего репрессивного законодательства пытаемся донести людям через огромное количество словосочетаний о том, что это надо заканчивать, или мы дальше будем вариться в собственном соку, а нас достаточно ограниченное число, и нас даже общество не будет поддерживать, потому что а зачем нас поддерживать? Потому что мы не хотим сделать самого главного, чтобы люди перестали умирать. И убивать. И убивать, естественно. Проблема это в том, что человеку, который никогда этого не делал, один раз придется перешагнуть через себя и убить другого человека. И увидеть это. И однажды осознать это. Мне было принципиально помочь мужу, чтобы он не осознал, что он убил. Это как? Но все-таки он у меня в медбате. А непосредственно он у меня конкретно, слава богу, не убивает. Я не очень знаю, что делает мой брат. Он у меня в связи, но там тоже непосредственно, вот так сказать, убийство не предполагается. И в этом-то вся проблема. Что людей, которые психологически к этому не готовы, заставляют это делать. Поэтому логично нам выступать именно за прекращение боевых действий. И это же делали чеченские матери. Но кто-то нам скажет, что мы, по крайней мере, себя оправдываем, не кто-то, а мы себя оправдываем, что тогда не было такого репрессивного законодательства. Да, не было. Но их посыл был понятен. Наш посыл непонятен. А еще есть другие группы, да, которые выступают за замену мобилизованных на контрактников. Или мобилизованных на мобилизованных. Но на других мобилизованных. Когда я с ними общалась, я говорю: а что вы делаете? Вы за что вы выступаете? Вас устроит, если ваш мобилизованный заключит контракт с Министерством обороны. Вот она, замена мобилизованного на контрактника. На тебе, на бумаге, кушай, не обляпайся. И Министерству обороны это очень понравилось. Это их идея. Они заставляют мобилизованных подписывать контракт. Вот чего они добились. Поэтому мы выступаем за отмену указа о мобилизации 647-го. Мы выступаем за вывод гражданских, да, мобилизованных. Мы говорим о том, что мы не потерпим ни второй, ни третий, ни 23-х волн мобилизации. Мы также говорим о том, контрактники, милые, ну вас же так же. Вам же тоже не дают через год уйти. Вы же себя тоже, наверное, в этой жизни планировали. Ну присоединяйтесь к нам, давайте тоже выступать против. В результате мы подводим к тому, что людской ресурс не безграничен. Нужно делать что? Договариваться. Понимаете? Но вот через эти куча пунктов уже непонятно,
что мы, оказывается, за переговоры, в принципе-то. За окончание боевых действий или за Естественно. переговоры? Именно прекращение огня. А потом договаривайтесь, сколько вам угодно будет. Только уже, пожалуйста, чтобы люди не умирали, договаривайтесь, о чем хотите. Мне просто кажется, что всеми это воспринимается как такая сложная, тяжелая, но все-таки работа. Да? Ну, есть, да, семьи, которые это так воспринимают. Тогда в работе нужен отпуск, там вот это все. Ну да. Ну, ситуация, при которой человек защищает родину, выглядит по-другому. То есть люди шли защищать родину, и там уже было не до отпусков. Они за свою там, жену, за ребенка, за что-то сражались. А сейчас это выглядит как такая, ну, так, вот есть работа пирожки печь, а есть и работа людей убивать. Там отпуска у них 28 дней в году, да, как у всех, там каждые полгода по 14 дней без учета дороги. Вот. И я работаю вообще в мирной сфере. У меня такой же отпуск 28 дней в году. И получается, что я тут живу мирной жизнью, они там под обстрелами, и мы как будто бы, знаете, по отдыху мы на одинаковых условиях, по отпуску. Но это вообще нелогично, как минимум. Вы в какой сфере работаете? Я в медицине В работаю. медицине. Что на работе вам говорят? Ну, Вас же, наверное, тоже много мобилизовали? Нет, у нас коллег? не мобилизовали. В Москве население побольше. Вот. А тут не всем подряд пришла повестка, как это вот, где брата забрали в маленьком городе. Там, конечно, почти всем давали. Ну, коллеги на работе, они знают мою ситуацию. Вот. Каждый раз интересуются, спрашивают. Вот. Сопереживают, конечно, это есть. За это им большое спасибо. Военкоры и патриотические паблики пишут все время о том, что нет больше никаких мобилизованных, что все мобилизованные подписали контракт. Ваш муж подписал контракт? Нет, мой муж не подписал контракт. Мой троюродный брат не подписал контракт. Это все проверяется очень просто. Мы заходим в личный кабинет военнослужащего, забиваем там личный номер и дальше пароль. И смотрим. Если там прописано соцвыплата, равная 158 тысяч, значит, ты числишься как мобилизованный. У контрактников все совсем иначе. У них совершенно другой расчетный лист. Они получают больше или меньше? Я не знаю, сколько они получают, я не лезу, не смотрю в чужой карман. Вот. Мне главное мониторить вот эту вот цифру, что она там такая. Я ему сказала, если ты подпишешь контракт, я с тобой разведусь. Да, я согласна, что сейчас ты жертва, ты думал, что ты будешь охранять. В итоге ты не охраняешь, а занимаешься непосредственно вот такой вот работой. Просто еще нюанс, когда мой муж был в учебке, и когда он понял, что его готовят санитаром-инструктором, это то есть ты непосредственно под обстрелами достаешь раненых. А он мне такой говорит: слушай, мне еще сказали, что мне отстреливаться надо в случае чего. Я говорю: слушай, а ты вчера на свет появился? Ты не знал, куда? Ты думал, ты будешь склады охранять или вокруг шлагбаума ходить? Он такой: слушай, а что нам делать-то теперь? Мне сказали, что мы приоритетная цель. Я говорю: да, вы медики, приоритетная цель, да. Тебя убьешь, и ты никого не вытащишь, все там останутся. Да. Он говорит: а что делать? Я говорю: ну тряси тем, что ты не можешь убивать, что ты как бы учился не для этого, это противоречит всем твоим убеждениям, и что ты, во-первых, дипломированный специалист, медбрат, вот, и что ты массажист. Вот, у них у всех тоже спины болят. Вот, и как-то пытайся показать, что в госпитале ты будешь полезнее, нежели ползать на брюхе. Я говорю: как ты будешь это доносить? Да, тех, кто тебя окружают, я не знаю. Он такой: ладно, я понял. Потом через некоторое время он мне пишет: тебе напишет человек, мне нужно, чтобы ты ему отослала все копии моего там диплома, повышения квалификации, весь январь. Я практически не спала, я вечно кому-то по запросу отсылала его документы, потому что он то там немножко договорится, то здесь немножко договорится, то там потеряли, то теперь давай вон туда.
попробуем. Ну, в общем, То есть он там на передовой работал массажистом? нет, он не на передовой, он еще пока в январе, он еще в приграничной зоне находится, он еще не отправлен на Украину. Вот. А уже потом, в конце января, он мне говорит, меня отправляют в медбат. Угу. Я говорю, хорошо, это, конечно, не госпиталь, но это и не доставать непосредственно из-под обстрела. Я говорю, ладно, хорошо. Я говорю, где он примерно? Он говорит, ну, примерно центр в Луганской области. Я говорю, прекрасно. Ну, а потом, конечно, когда его перевели уже ближе к фронту, тогда уже стало неприятно. Плюс до этого они были все-таки в здании, а здание можно и отопить нормально, и там и условия были получше, и помыться, и все. А здесь, когда уже они, получается, с лета живут непосредственно в поле, но это уже как бы... Это уже совсем другие условия. Намного хуже. Ваш брат Иван подписывал контракт? Нет. То есть он по-прежнему мобилизован? Да, Везде просто говорят о том, что все мобилизованные подписали контракты, чтобы люди не строили себе иллюзий, говорят о том, что мобилизованных в чистом виде больше нет. мой брат не подписывал контракт. По всем документам у него написано рядовой по мобилизации, не контрактник. После того, когда он явился на ВВК, то ему поставили категорию годности «Б», хотя там, мне кажется, далеко не «Б». А что он не может делать левой рукой? У него не сгибаются пальцы. У него нейропатия лучевого срединного нерва с ограничением движения левого предплечья. Это особо, видимо, никого не волнует, потому что командир... Ну, правые-то сгибаются. Да, он правша, правая сгибается, на что командир части говорит, ну, твоя рука же на месте. Что ты хочешь? Есть на самом деле среди мобилизованных, да, те, кто заключили контракт. Но есть мобилизованные, которым вот это, ну, вообще не нужно и не вперлось уже. Они вот реально хотят домой. Почему нельзя выслушать нас, да? Мы понимаем, что мы в меньшинстве, но мы ничего не можем сделать с теми мобилизованными, которые в той или иной степени. Я уверена, что все они, кто заключал контракт, многие, и сделали это не добровольно все-таки. Под давлением, да. Да, но мы ничего не можем сделать с тем, если они это уже сделали. Но мы будем все делать для того, чтобы это затормозить. Говорить о том, что Министерство обороны давит на мобилизованных и заставляет их заключать контракт. Чтобы они этого не делали. Я это делаю, чтобы мне за это не было. Берут у них документы, да, которые нужны для заключения контракта. И тебе говорят, что без этих документов ты в отпуск не пойдешь. Но я отлично понимаю, что эти все документы, там биография, та же самая, такие фотографии, сякие фотографии, паспорт, военник, вот это все. Что это все собирается для одного. Особенно, когда требуют автобиографию. И эти документы собираются на контракт. И я им говорю, ну ты и пишешь в рапорте, что я такой-то, такой-то предоставляю такие-то, такие-то документы для того, мне сказал такой-то, такой-то, для того, чтобы мне оформили отпуск. Я не даю свое согласие на то, чтобы на основе этих документов мне оформляли контракт. Ну, и не даю свое согласие на его подписание. И дальше ты фотографируешь этот рапорт, тебе, естественно, никто не будет его визировать, ты его должен сам сфотографировать и как можно большему количеству близких родственников отправить. Работает такое? Уже в нескольких случаях от ребят отставали с этими документами. Даже просто не визировали контракт, но говорили, ладно, не надо нам этого. В какой момент взгляды поменялись у вашего брата? Когда из них сделали штурмовые группы и начали отправлять штурмы, он говорил, я думал, что будет так плохо, но не думал, что будет настолько. Вот. В идеи, которые им говорят о том, зачем и за что они воюют, он верит? Как мне кажется, уже нет. Чего вы хотите? Ну вот я конкретная сестра, я хочу, чтобы моего брата уже комиссовали, потому что он за 8 месяцев, находясь на передовой, он сполна отдал долг. Он получил, к сожалению, ранение, которое неизвестно, восстановятся ли пальцы или нет, потому что перебит нерв может и вообще никогда не восстанавливается. Я считаю, что он уже сполна
отдал долг родине. А в чем долг заключается? Ну вот, родина призвала помочь. Он пошел, как и другие 300 тысяч человек. Все, А как вы хватит. считаете, должен человек в этот момент думать о том, куда его призывают? И зачем? И что он там будет делать? Да, я считаю, на тот момент он должен был думать, но он не думал, потому что у него нет жены, у него нет ребенка, у него есть я, у него есть еще одна сестра, там мама, отчим. Но на тот момент он почему-то об этом не подумал, он подумал о каких-то о каком-то вот этом долге, который он должен, вот его родина позвала, он должен пойти. Сейчас у него есть девушка, у них будет свадьба, у них она беременная. И сейчас он, конечно, думает. Если человек все-таки штурмовик, то он убивает людей. Как вы думаете, и знаете ли вы что-то о том, как он изменился? Я за ним заметила, он стал такой агрессивный. Я за ним раньше такого не замечала. То есть он очень такой вспыльчивый, такой какой-то резкий, такой прям видимо, это уже в нем не контролируется. Он, может быть, привык уже к такому за 8 месяцев службы и себя не может в каких-то моментах сдерживать. Чем это может кончиться? Не знаю. Мы их уже всех в лицо знаем, наверное. А кроме, наверное, самых вышестоящих. Но если представить себе какую-то встречу, собственно, мы ее и видели, той России, которая верит в идеи спецоперации, освобождения, денацификации и так далее, и той России, которая, столкнувшись с этим горем, в общем, напрямую хочет это остановить, то кажется, что ваша Россия, она вообще-то поменьше. Ну да, она у нас сильно меньше. Меньше, да, меньше. А это значит, что, в общем, то, за что вы боретесь, не имеет перспектив. Надежда. А мы так не считаем. А что вам дает основание для уверенности? Просто если ты не веришь в то дело, которое ты делаешь, а ты никак не хочешь увеличить коэффициент полезного действия, ты не ищешь другие варианты для реализации, ты не развиваешь дальше свое дело в перспективе, не занимайся им изначально, если ты не веришь в успех. Я не знаю, когда этот будет успех. Но и свернуть обратно я не хочу. И уже и не могу. И бросить это я не могу, потому что те же самые другие мобилизованные, по сути, только то, что мы за них боремся, дает им ту искру, за которую они держатся. Это для них тот огонечек надежды, который их согревает. Каждый раз, когда они думают, когда они вернутся домой. А что стало с тем парнем, мобилизованным из Воронежа, который записал видеообращение? Саша Шепелев, его посадили в яму, насколько мы знаем. А яма, как вообще это выглядит? Мы сталкивались с этой ситуацией. Мой брат сидел в такой яме. За что? Их отправляли на штурмы, так скажем, неподготовленные. На что парни, и он же там не один, в полку, они записывали видеообращение о том, что они не готовы ходить в такие штурмы, потому что невозможно идти бежать по минному полю без саперов. Естественно, командованию это не понравилось, и их, самых, так скажем, активных из этого видео, посадили в КАМАЗ и увезли в такую яму. Яма, это выглядит как подвал, представляете, себе. Куда сажают. Мой брат просидел там 3 дня, без еды, без воды. То есть они там спали, нужду справляли, сами понимаете. Так скажем, воспитательная работа проводилась, после чего их оттуда выпускали. И потом моего брата перебросили на другое направление, где он получил ранение. Я пытаюсь в голове своей уложить, что если ты во что-то веришь, то для того, чтобы тебя заставить это что-то делать, тебя нет нужды сажать в яму. А если тебя сажают в яму, чтобы ты больше не сопротивлялся,
то это по-другому называется, а не долг. Так их и заставляют. Просто есть нюанс один, который не очень понимает люди. Мне об этом очень сложно говорить. Я просто скажу словосочетание. Военная полиция. Если представить себе, гипотетически, что вот сейчас война закончилась и все вернулись домой, то страна, наполненная, с одной стороны, людьми инвалидизированными в физическом смысле, а с другой стороны, людьми, которые убивали и которых едва не убили, она же будет совершенно другой. Вот вы там, мужа, вы брата видели, что с ними происходит и какие последствия уже сейчас видны, что будет дальше? Ну вот у меня муж, получается, в последний отпуск был в начале ноября. И приезжал он ко мне на день рождения. И для того, чтобы ему уснуть, он у меня пил. И я помню, я проснулась, смотрю, мужа рядом нет. Я подумала, боже мой, может быть, мне где-то приснилось, что он в отпуск ушел. Ну, понимаете? Там думаю, не, все было, надо найти, где он. Ну, я пошла в ночи и очень быстро нашла на кухне. А он, получается, стоит и пьет из горла. Я ему такая, слушай, ты что, мне не спится? Я говорю, не спится, это, конечно, понятно, но, может быть, хотя бы с женой поделишься. Вот так вот мне приходилось остатки его отпуска с ним, так сказать, разделять данное успокоительное. Потому что лучше я частично выпью, чем он все выпьет. Просто дело в том, что чем быстрее мобилизованных вернут, наших мужчин в семьи, тем мы больше сможем им помочь, тем проще пройдет их адаптация. Нам бы хотя бы, чтобы они вернулись такими, чтобы мы могли им еще помочь. Чтобы мы могли хоть как-то обеспечить им дальнейшую адаптацию к мирной жизни. Это же тоже в какой-то момент, если будем надеяться, что она еще не пройдена, точка невозврата. Потому что они, в принципе, они никому нужны не будут. Они будут нужны только нам. Их проблемы – это только наши проблемы. Ну, по поводу брата, что я, например, за ним замечала. Он стал, конечно, более агрессивным, таким вспыльчивым. Элементарно дома, когда ночевали, где-то какой-то такой незначительный, на улице что какой-то хлопок произошел, он так вскочил, как будто бы тут чуть ли не по нам уже. Но, видимо, у него это уже на подсознании, вот эта вот реакция. И мы как бы там спокойно, все нормально, все хорошо, ничего как бы не происходит, и в безопасности. И, конечно, он там, когда я его увидела после ранения, это совсем другой человек. Ни радости в жизни, ни радости в глазах, ни жизни в глазах, как будто не мой брат. И там и похудел в 2 раза. То есть если он весил там порядка 90 килограмм, то он приехал там 50 с копейками. Ну, то есть из человека не только высосали, как сказать, физическое здоровье, потому что ранение получил, так еще и морально. Нет, возможно, я верю в то, что есть мобилизованные, которые там подписали контракты, которые там с какой-то целью, может быть, материальной. Но есть те, которые хотят домой. Отпустите их домой, к семьям, к детям. Некоторые отцы не видели даже детей своих. То есть он там уходил, может быть, он только родился, ребенок не знает своего отца, ни отец не знает ребенка. То есть, это как? На моменте появления антивоенных требований какое количество женщин от вас откололось, отвернулось, перестало вам сочувствовать?
Понимаете, это очень сложно оценить, потому что очень наконец-то мы начали получать поддержку. От кого? От населения. Мы наконец-то начали получать то робкое тепло, на которое раньше мы не могли рассчитывать в принципе. Я сегодня ехала к вам на съемки. Меня на остановке узнала женщина и сказала мне: вы большое дело делаете. Я видела, что вы вот выходили. Я начала вот смотреть. Вот. То есть она начала вот после нашей акции, приуроченной к 500 дням мобилизации. Она начала, женщина в возрасте, ей на вид 60-65 лет, она начала смотреть YouTube. Она мне говорит: я выключила телевизор и начала смотреть YouTube. Вау. Понимаете? Я ехала на акцию, мне мужчина один и тот же раз дверь подержал на выходе из метро, два дверь подержал. Все смотрит на меня и смотрит, улыбается. Вот. А потом спросил меня по имени и фамилии, говорю: да, это я. Он говорит: я вами восхищен. Я говорю: а у вас кто-то тоже мобилизован? Он говорит: нет, я просто восхищен, что вы это делаете. Понимаете? Но этот мужчина и эта женщина пойдут ли с вами на следующую вашу акцию? Или возвысят ли свой голос от шепота до чего-то чуть более слышного? Дело не в том, пойдут ли они на акцию. Дело в том, скольким людям они скажут: мобилизованные там есть. Что вам дала встреча с Надеждиным? Потери все молчат. Ну потери это отдельный вопрос, это отдельный просто. По поводу потерь, по поводу военнопленных, сколько они меняли наших ребят. Единственный шанс на спасение вообще вот нашей страны заключается в том, что государство будет слышать правду и на нее адекватно реагировать. На ней было много женщин. Больше, чем на встрече со мной. С Надеждиным было больше женщин, просто многие пожелали сесть на противоположный диван, чтобы не светить, так сказать, лицо. Там, помимо тех, кто сидел перед прессой, там еще были те, кто сидел на другом диване. В общем, нас около 14 было. Ну, тоже, знаете, не 100. В моменте 100, конечно, не придет, потому что у всех есть, во-первых, маленькие дети, да, есть еще работа, пожилые родители. То есть у нас все, в принципе, женщины так или иначе чем-то обременены. И они еще и зарабатывают, потому что это, опять же, к тому, что нас никто не финансирует, зарабатываем мы как-нибудь сами. В лучшем случае, кто нас финансирует, это Министерство обороны, платя зарплату нашим мужчинам. Вот главный, так сказать, финансовый директор данного мероприятия. И что главное для нас сделал Борис Надеждин, да, с большим, конечно, риском для себя, создал нам полноценную пресс-конференцию по нашей проблеме. И за это ему огромное спасибо, потому что, в принципе, кроме него, да, такое мероприятие для нас никто организовывать не будет. Вам Надеждин понравился? Надеждин у нас был единственный антивоенный кандидат. Уже с этой позиции он не может не понравиться. А кто еще из политиков вам нравится? Никто. Пустовато? Пустовато. Предполагаемый будущий бюллетень выглядит серо и убого. А сами не думали? Я думаю, там есть люди намного впереди нас в очереди. Нам дряхлыми старушками не стать, пока до нас хотя бы хоть какой-нибудь обозримый номер дойдет. С кем теперь из политиков вы будете взаимодействовать? Ну, это вообще очень сложный вопрос, с кем нам взаимодействовать, потому что отлично мы понимаем, что у них так осталось там раз-два и обчелся. Дело в том, что с нашим действующим президентом
у нас взаимодействие не получается, он общается с какими-то особенными женами. Мы ему писали обращение, где было о том, что мы все-таки хотели бы с ним это обсудить. Вот. И была еще одна петиция тоже. Просто одна собрала электронные подписи, 100 тысяч электронных подписей, а другая 7 тысяч живых расписок. И многие вот эти вот расписки, они писались, ну, не у всех есть принтер, я, например, писала просто от руки. То есть сказать, что это какие-то боты, что это какие-то левые женщины. И, в принципе, на все эти отписки мы получили такие же формальные расписки, как мы получаем просто, когда пишем свои индивидуальные письма в администрацию президента. А свои вы тоже писали? Конечно. Каждый из вас? Вообще большая коллекция невероятных просто отписок. Однажды мне приходит отписка из Думы, где прям PDF-документ называется «Шаблон демобилизации». Я вот на это все смотрела. Если раньше они их обозначали там просто циферками или по фамилии, Министерство обороны вообще не напрягается, они иногда пишут «по списку». Или вот очень любит Картополов тоже так делать «по списку». То есть они даже не пишут наши электронные почты, да, наши какие-то данные, да, там ФИО, которые мы отправляем. То есть они даже не именные, они просто «по списку». Причем есть очень интересные отписки, где есть, допустим, шапка, текст их отписки, перевернутый вверх ногами. Непонятно, как эта отписка делается. Просто текст вверх тормашками. Как? Их не читают или как-то шаблоном отправляют? А Совет Федерации сделал для нас вообще замечательную вещь. Они один раз создали электронную ссылку, где мы можем почитать, куда нам идти. Вот. И они нам вообще даже не отписки присылают, они нам просто присылают электронную ссылку. На все наши обращения одна ссылка. Да. И что с ней делать? Ну, перейдешь и почитаешь, что там, как знаешь, типа, было объясняем .рф, когда вот началась вот эта вот частичная мобилизация. Вот там с нее все это слизано. Почему так получилось, что женщины борются за мужчин у нас, а не мужчины сами за себя? Почему женщины видят, что происходит, а мужчины нет? Понимаете, наши мужчины, они находятся в очень интересной ситуации. Дело в том, что на них давит тот небольшой мужской социум, который вокруг них. И на самом деле я вообще удивилась, когда многие мужчины добровольно брали повестки, когда у них один маленький ребенок, 2 ребенка. То есть такое ощущение в какой-то момент, что они, наоборот, хотели сбежать из дома. Если нам, женщинам, да, для того, чтобы, ну, вот, предположим, мне, для того, чтобы начать активно действовать, все-таки хотела посмотреть на другую такую же женщину, которая так же мыслит, как и я, то у них еще меньше шансов найти в своем социуме таких же военных человека, который мыслит так же, как и ты. Мы уже опустим то, что их окружает военная полиция. Со всеми безграничными их полномочиями. Оттуда просто так ты уже не уйдешь. Это надо было делать, когда ты был в учебке. И вот наши мужчины, да, оказались мобилизованные, перемешаны вместе с контрактниками, у которых совсем другой на это дело взгляд. Также они находятся с другими, с офицерским составом, которые под это дело... Заключенными. Ну, заключенные – это вообще отдельные ребята. Они, между прочим, очень любят смеяться над нашими мобилизованными, что вот мы пошли домой, нас вот скоро у нас полгодика закончится, но интересно, сколько вы здесь гнить будете? А, точно. Да. И они смеются в лицо нашим мобилизованным. И говорят, ты представляешь? Я вот человека убил. Мне 20 лет нужно было в тюрьме сидеть. А я здесь
полгодика еще украинцев пострелял, я теперь домой иду. Интересно, а ты увидишь свою жену? К вопросу справедливости. Где справедливость? Почему обычные мужчины гражданские, которые В чем жили обычной жизнью, да, остаются там бессрочно, как-то везде прописывается, а какие-то убийцы, насильники, маньяки, они через полгода получают помилование и полностью чистыми выходят. Где вот эта справедливость? Но теперь у них другой нюанс. Теперь те заключенные, они через полгода вынуждены подписывать контракты. Теперь все там до конца. Но это уже другой момент. Да. Ну так вот вернемся, что на мужчин давит вот их мужской социум. А женщины, они более независимы в своих убеждениях. И поэтому мы просто объединяемся на основе того, что нас волнует судьба наших мужчин. Да? Нас не устраивает то, что сейчас происходит. Каждый постепенно понимает, что да, все-таки запрос политический. И каждый для себя это постепенно принимает. Ну, или не принимает, если для нее это абсолютно неприемлемо. И тоже расставляет приоритеты. Мужчины наши находятся в более жестких и суровых ситуациях. Они даже не могут заикнуться о том, что они устали, потому что на них сразу смотрят, как на 500-х. Уже сразу, как на дезертиров. И им там очень сложно находиться, потому что ты с этими мужчинами в режиме 24/7. Это мы можем в чате поскандалить, друг другу всяких гадостей наговорить, разойтись, чайку попить. На следующий день мы опять ну что, пишем письма? Пишем письма. Там вы между собой много? Ну, конечно. Сталкиваетесь, скажем мы много, раньше сталкивались, теперь как бы мы поняли, что определенные моменты мы трогать не будем, мы так более продуктивные, а значит, мы быстрее двигаемся к цели. Нам что вы не трогаете? Ну, именно политические моменты, да. Кто там что думает, поддерживает, не поддерживает, да. Именно войну. И Путина, и это войну, тоже. Да. У всех разные взгляды, и поэтому... Понятно. У вас есть контакты с украинскими женами, сестрами, мамами? Мы пытались, но мне кажется, у них тоже определенные есть нюансы, и они не хотят. Но они за нами наблюдают, потому что после того, как появились фотографии с митинга КПРФ, они тоже начали выходить в городах Украины, требовать демобилизацию своих мобилизованных. И они стали более... если посмотреть, как у них женщины выходят, мы так выйти точно не сможем. Они прям идут по улице. У них вполне себе очень схожи с нашими требованиями. У них тоже мобилизованные мужчины без срока. Они тоже хотят, чтобы их начали возвращать, потому что они так морально и физически истощены. То есть я так предполагаю, что мы, по крайней мере, отчасти их тоже вдохновляем, но все-таки у них полегче с митингами. Как вы думаете, вы митингами сможете добиться того, чего вы хотите? На данном этапе вообще сложно предполагать, чего мы сможем добиться. Но есть один нюанс. Момент, когда можно было свернуть и ничего не делать, просто сесть и успокоиться, пройден. И это надо осознать каждой женщине, которая начала. Здесь уже хочешь не хочешь, надо продолжать, потому что если ты не будешь продолжать, то вот это как раз плохо для тебя и кончится. Я понимаю, что я делаю, для чего я это делаю. И опять же тоже не знаю, к чему приведет и как это все, какой будет исход для каждой из нас или для всех нас. Как-то у нас были предположения, что, возможно, будет какая-то показательная порка в плане того, что кого-то, одну, так скажем, или закроют, или что-то припишут и покажут, что так делать нельзя. Вот, видите? Но мы все равно не останавливаемся, и мы стали и сильнее, и настойчивее. Просто уже могли бы давно там сдаться, опустить руки и сказать, мы смирились. Есть женщины, которые уже все, опустились руки, и они не борются. Но мы еще боремся, и
Надеемся, что итог какой-то будет положительный, конечно. Хотелось бы. Я просто теперь понимаю, что первое, что я себе сказала, себе нужно больше доверять. Если ты чувствуешь, что какой-то шаг делать не надо, его не надо делать, даже несмотря на то, что тебе кто-то говорит, что тебе за это прилетит. И еще я поняла, что для меня данная, вот, так сказать, борьба, она же и средство, так сказать, психотерапии, что ли. Понимаете? Для того, чтобы не впасть в глубокую депрессию, да, понимать, что от тебя хотя бы иллюзорно что-то зависит, ты хотя бы иллюзорно приближаешь удачный исход, я хожу возлагать цветы к вечному огню. Но для меня это больше, чем просто возложение цветов. Я каждый раз прихожу туда и говорю: пожалуйста, не забирайте наших мужчин. И, если хотите, грубо говоря, я молюсь Богу смерти о том, чтобы он не пришел в мой дом. И, наверное, когда ты через это проходишь, ты думаешь об этом, ты понимаешь, что главное, а что второстепенно. Что основное, а что вторично. И я знаю, что для меня самое страшное – это потерять любимого человека. И для меня абсолютно вторично те возможные репрессии, которые будут в отношении нас. Если они будут, это на совести тех людей, которые подпишут. О чем вы вообще мечтаете, Маша? Я мечтаю о мире. Вот на данный момент о мире. Вот правда. Мечта, чтобы все было, чтобы мы жили где-то, как раньше. То есть сейчас нет какой-то стабильности. Ты живешь и не знаешь, что будет завтра. Нет каких-то планов на будущее. Хочется вот этого спокойствия. А если брать вообще личные какие-то темы, конечно, я мечтаю о семье, о доме, о ребенке. И опять же, чтобы у моей семьи все было хорошо. Для меня это очень важно. А когда вы поймете, что вы не сможете победить систему? Опустите руки. Я, если честно, об этом не задумывалась. А до какого предела, до какого края вы готовы пойти? Ситуация какая? Если ты сдашься, вот тогда тебя и растопчут. Потому что, получается, ты испугался и дал слабину. Поэтому идти нужно либо до выполнения своей цели, либо до того момента, пока тебя не начнут судить. Конечно, хотелось бы так или иначе остаться на свободе. Вот. Поэтому как раз я и взаимодействую с большим количеством журналистов открыто. Публичность кого-нибудь в нашей стране спасала? Да нет, конечно, не спасала, но не значит, что этим не надо пользоваться. Я об этом уже давно думаю, все вот эти доверенности, опекунство, естественно, потому что когда ты один, тебе бороться проще, нежели когда другие люди, да, те же самые следаки, вот эти все товарищи нехорошие, могут манипулировать твоим сознанием на основе твоих близких, да, используя их. Вот я хочу сделать так, чтобы никто не смог манипулировать моим сознанием. Тогда у меня будет все шансы в данной ситуации выжить. А не проще сдаться и ради ребенка просто тихо сидеть? Нет, не проще. Я не знаю, какие отношения у остальных женщин со своей совестью. У меня отношения с моей совестью достаточно такие сложные. Я ее потом просто не заткну. Меня всегда будет мучить совесть за то, что я не заняла принципиальную позицию и не сделала так, как я должна была в интересах своей семьи.
С точки зрения безопасности, думали ли вы о том, чтобы уехать? Понимаете, я не хочу об этом думать, потому что здесь у меня все. Я здесь родилась. Я очень люблю Москву. Я москвичка коренная, как минимум в 5-м поколении. Я здесь еще могила моих предков. Я не знаю, может быть, сейчас это не модно, и никто на кладбище не ходит. Я хожу. Я не могу вот так вот просто уехать, и чтобы могила моего любимого деда заросла сорняками. Я не могу. В доме, в котором появляются тараканы, тараканов травят. Они переезжают в новый дом.